Я долго думал, как начать ролик. И знаете что? Я просто скажу. Привет, дорогой зритель, у микрофона я, Лютый Фармер, и сегодня в этом ролике мы залутаем выброс на каждой локации в Слоукрафте. Да-да, не удивляйтесь, залутаем выброс от болот до Тихой Заводи. По моим примерным подсчетам, должно выйти около 25 выбросов. Кстати, аккаунтов, на которых я буду лутать выбросы, будет 3. Первый аккаунт новичка, с зеленым шмотом и белухой. Второй аккаунт ветерана с фиолетовым шмотом и бурятом. Третий аккаунт, как вы могли догадаться, мастерский с Цельбрусом. Это сделано для того, чтобы игроков из-за распределения на начальных локациях было больше, так как спавн артефактов напрямую зависит от их количества. Надеюсь, суть вы уловили. И первой локацией, на которой мы залутаем выброс, станет болото. Новогодние праздники уже закончились, а на Плейроке вас все еще ждут подарки. Тут вы можете найти все, что вас интересует. Донат в ваших любимых играх, ключи от вышедших новинок, а также не стоит забывать про раздел «Зимняя лавка». И это все по самым выгодным ценам. Ну а если тебе нужно пополнить Steam, тогда прямо сейчас на Плейроке действует специальное предложение. По моему промокоду FARMER комиссия на пополнение будет составлять ровно 0%. Переходите по ссылке в описании. Ну а мы продолжаем. Вот только что начался выброс. Я нахожусь на болоте, по снаряжению на этом аккаунте АК-74М, обрез БМ-16, комбат Оракула и спортивная сумка с такой вот сборочкой. Ну и белуха, с которой я буду лутать артефакты на болоте, обочине, агрокомплексе Колос, черной иве, а также на свалке. Также нужно знать, что на белухе довольно быстро тратится процент заряда, поэтому использовать его нужно желательно только возле архианомалий. Как раз пробежав возле двух так называемых архианомалий, я ничего не нахожу и решаю зачистить стоянку военных, но на меня нападают два бандита, которых я успешно убиваю. Так, ну вот это я скилловал, конечно. 2 камня водяного залутал, 2 типов убил. Спустя время, но я все-таки нахожу свои первые артефакты. Охереть артов. 4 арта было. Пиявка. Еще одна пиявка. Вижу. Красный кристалл. И последний был. Точно помню. Не видно. Странно. Ну тут что-то пусто вообще. Белуха тем временем 63%. Пока бежал через архианомалию, чуть не умер от непонятно чего. Ой, что? И меня залагало. Просто в моменте. Нет, выжить. Ой, артефакты не просрал свои. Также я решил проверить, какую зону поиска охватывает белуха, что меня удивило. Вообще 60 метров в Талкрафте это немного, то есть. 24. Кстати. Ну, почти всю архианомалию охватывает. Вернувшись обратно на базу, выложил все артефакты на персональный склад. Тем временем с выброса прошло уже 20 минут, но не думайте, что это все. Я перезарядил белуху и отправился на третий круг, с которого вынес еще больше артефактов. Пока бежал с четвертого круга, увидел странную аномалию. Вижу роза. И еще там. Охуеть, что? Кристалл упал с батута? Такого не бывает. Забежав на базу, наблюдаю на собранные мной 8 строк артефактов. Спустя время я заметил, что на болоте падают одни и те же артефакты. Вот, например, с жарок падают только красные кристаллы и пиявки, с карусели ягодки, с батутов розы, а с электроаномалий трещотки. В общей сумме за выброс я заработал 165 тысяч, что для новичка в принципе нормально. Нет, вообще для новичка на болоте это более чем достаточно, то есть. Ну хотя, знаете, вот с таким снаряжением это уже точно не болотник будет, то есть у него белуха уже есть. Хоть какая-то сборка, зеленый шмот. Далее мы перемещаемся с болот на обочину с тем же снаряжением, которое я показывал ранее, на болоте. За прошедшее время, после перестройки обочины, я появляюсь там впервые и совершенно не знаю, где находятся архианомалии, поэтому первые минуты выброса пришлось бегать по наитию. Но в итоге я нашел архианомалию жарки, которая находилась наверху карты. Забежав в эту архианомалию без специального костюма, моя температура начала стремительно расти, и я ощутил всю прелесть зоны. Взял специальный костюм и побежал на место смерти. Вернувшись, надеваю костюм и начинаю скан артефактов. Есть что-нибудь у нас? Почти 5 артефактов. Было приятно то, что эти артефакты никому не нужны, и никто их не лутает. Ой, блядь, походу история повторяется. Кроме пиявки и кристаллов вообще ничего не будет падать, я уверен в этом. Видимо, обочина окажется самой неприбыльной локацией для новичков. Прям вообще пусто все. Побегав еще пару минут и немного поныв, вспоминаю про еще одно место, где в теории могут быть артефакты. И придя на место, чуйка меня не подводит. И артефактов довольно много.
Увидел двойку на радаре, которую сначала устранил, а потом поднял и подарил ягодку. Как по маслу, мужик, шикарно. Ну, давай, беги. Залутал 2 флегмы и краем глаза замечаю игрока, который воровал мои артефакты. А с такими людьми я разбираюсь быстро. Вот ты все мои артефакты толтал. С него я получил строку артефактов и немного хлама на продажу. Не успев насладиться победой, по мне открывают стрельбу, от пуль которых я успешно уворачиваюсь, как Нео. Как только захотел выйти на улицу, чтобы разобраться с типом, вижу, что он уже убежал, и на радаре показывает только меня. Решаюсь вынести лут на базу, но неожиданно встречаю типа, от которого быстро избавляюсь. Также поступил и со следующим. Но счастье длилось недолго. Обходя холмы, чтобы быстрее прийти на базу и не идти через аванпост, по мне открывается стрельба со снайперской винтовки. И тогда, очень сильно занервничав, я все-таки решаюсь идти по опасному маршруту. Нет, 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 нет. Просто газ в пол. Бля, какой же мазила. До базы чуть-чуть осталось. Главное дойти. Добежав до базы, скинул весь лут и продолжил свои забеги. Так, смотрим тут. Артефакт. По факту это должны быть. Что? Ой-ой. Так, где же воронки, Арт? Решив показать свой мастер-класс, попадаю в воронку, из которой не смог выбраться. Да ну нахер. Вроде прямо умер. А еще на радаре появилась двойка, которая, скорее всего, как и я, пришла за артефактами. Прибежав обратно, мои артефакты не тронули, и по ощущениям их стало даже больше. Нет, 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 не залутали. В итоге я принялся их лутать. Услышав двойку на радаре, а также шаги игрока сверху, Слушай, бегает. принимаю позицию ждуна и выжидаю, пока он спрыгнет. Убил типа. Так, были арты у тебя? Какой молодец. Выбравшись из архианомалии, решаю вынести лут, а также посчитать, сколько строк у меня получилось найти. Еще раз, два, три. Но в это время на меня нападают, и моя реакция снова не подводит. Ух, тип. Я испугался очень сильно. Я когда на основном аккаунте арты выношу, такого не бывает, как тут. Просто такой адреналин, реально. Вернувшись на базу, скидываю все артефакты на персональный склад и выдвигаюсь дальше. Тем временем у нас уже есть 6,5 строк. Нахожу еще одну архианомалию, но в которой уже совершенно нет артов. Бегу на базу, скидываю арты, возвращаюсь обратно к уже свежим артефактам. Умираю из-за низкого показателя химзащиты, лутаю свой труп, а потом еще артефакт. Возвращаюсь на базу, скидываю все артефакты, а также делаю последний забег, с которого выношу еще полстроки артефактов. В конце концов, сумма выноса составила 215 тысяч, что без особого напряга для новичка с обочины сойдет. Перемещаемся на черные ивы. Первым делом, придя на черные ивы, я сразу побежал к ближайшей архианомалии воронок. Белухой замечаю 3 артефакта, но забываю надеть защитный ОЗК, и из-за этого получаю большую дозу биозаражения. Не без труда, но нахожу все артефакты и бегу к другой архианомалии, но там было пусто. Вернувшись обратно, плюсуем плюс 2 артефакта. Также по дороге нахожу креветку. Далее решаю сбегать жарки, где по пути нахожу еще 2 трещотки. О, нормально артов тут. Явка, необычная. Слезы. Красный кристалл обычный. Пиявка лутаем необычную. Пиявка он. А, и вот еще. Вот слезы необычные. Радуясь хорошему луту жарок, решаю перезарядить белуху и приобрести аптечек на стоянке диггеров. Но краем глаза замечаю 2 силуэта, которые бегут в мою сторону. Успешно забежав на базу, делаю все дела и бегу на следующий забег. Пробежав так 2 раза, по тем же местам, что и в первом забеге, выношу весь лут уже на пожарную часть. Продав все артефакты, получаю 158 тысяч. Как мне показалось, это все из-за того, что была большая конкуренция, артхантеров и малого количества игроков на данной локации. Перемещаемся на агрокомплекс Колос. По пути на агрокомплекс встречаю выносящего лут паренька, которого убиваю. По луту он меня не порадовал, и я побежал дальше. Уже на агрокомплексе лутаю первые арты в жарке и в биошке, продвигаюсь дальше по карте. Нахожу игроков, на которых нападаю.
но, к сожалению, они все оказываются пустыми. Типа пустой снова. В целом, мой геймплей на этой локации состоял из убийц игроков, и это все приправлено из редким лутанием артефактов. Их там сыпало и вправду мало. Раз, два. Кто? Где кто по мне стреляет? Я думал, ты наш. Берегись, противник! Убили. Проверяем. В итоге, полутавшись еще немного, принимаю решение выносить хабар. По пути на обочине сбегаю в жарки. И вижу большое количество артефактов, которые лутаю, но в учет вводить их не буду. Забегаю на базу и, чтобы не терять время, скидываю все артефакты на одну полку. И бегу обратно. Снова забежав на жарку, наблюдаю такую картину. Вот просто что это? И смысл лутать мне агрокомплекс? Если можно на обочине столько артов залутать кипа сервера. Все пылесошу и продолжаю путь. Хочу добавить то, что вам никто не запрещает при выносе с агрокомплекса или черных ив забегать уже на обочине в другие архианомалии и приумножать свой доход. Тут я лежу, потому что скрываюсь от четверки на радаре. Боюсь пошевелиться, но боты выдают мою позицию. И я решаю рискнуть, убить игроков. На этом мой выбор заканчивается. И подводя итоги, мы вынесли такие артефакты на сумму всего 116 тысяч. Перемещаемся на свалку техники. В первые минуты выброса я очень долго не мог найти артефакты, но с первой архианомалией появляются не только первые арты, но и первые проблемы, которые быстро решаются. Успел пробежаться под воронками, где нашел еще пару артефактов. Также испугался ботов, которые подкрылись, пока я спокойно лутался. Сбегал еще на пару архианомалий и успел оставить небольшой срон в своем трупе. В следующем забеге делал то же самое, но когда я бежал к архианомалии, нахожу врага, который оказывается не один. Продолжаю лутать артефакты, но умираю от врага в архианомалии. Дам небольшой спойлер. Поскольку он был в неподходящем костюме, залутать мой труп ему так и не удалось. Перед тем как залутать труп, нахожу архианомалию, на которой еще никто не был. Лутаю арты, забираю вещи из трупа и из хрона, выношу весь хабар и с его продажи получаю 181 тысячу. В оправдании локации скажу, что арты падают дороже, но все так же зависит от найденного количества. Перемещаемся на завод Первомайский. Первым делом я решил пробежаться по половине территории своей группировки, то есть бандитов. Успеть. Легма. А нет, болтник гнилец. 3600 стоит. Вообще, если рассуждать логически, то на локации завода должно находиться большое количество игроков, то есть и артефактов. Ведь для того, чтобы прибежать на какую-либо локацию, игрок первым делом появляется на заводе. Но по ощущениям, артефактов было не очень много. В первом забеге успел залутать 3 цибули и убить недопокашера. Далее я решил сбегать в жарки, увидел на баряте артефакт, но проискав его около 2 минут, так и не нашел. Аномалия. Ношу еще немного артов. 6 штучек всего. Из дорогого тут гантели за 18 тысяч. Но скупщика нам вот все 36 стоить. В следующем забеге я побежал на вражескую половину, где меня быстро оформили. Решаю снова побегать на своей половине и в итоге выношу еще строку артефактов. Пока искал артефакты, заметил такой баг на переделанной локации завода. Пример прямо на видео. Это просто 2 артефакта, да? Батарейка ладно упала. А вот этот артефакт как доставать? Слышите, звенит. Вот артефакт лежит. Его не достать. Где они? И он прилип. Ну потому что невозможно. Как мне его достать, по-вашему? Далее я сделал еще мини-вынос. Тем временем имеем уже 4 строки артефактов. Последний раз иду на территорию противника в надежде запокашить выносящего лут сталкера, но меня замечают другие сталкера, с которыми я вступаю в бой. Далее убиваю Ригеля, это если что мастерский бронекостюм. Вообще, если честно, не понимаю, как по распределению его сюда закинуло. Пока искал жертв, меня нашли другие игроки, которым я, к сожалению, проиграл. Далее я убиваю ПКшера, в котором нахожу строку артефактов, но забываю включить запись. Ну-ка я вынесу это лучше. 1,5 строки нормально будет.
Сделав успешный вынос, решаю закончить на этом выброс. При продаже артефактов получилась сумма в 253 тысячи. Перемещаемся на яму. Так вот мы и на локации яма. Вижу артефакт. Ходится на вышке, по-моему. А вот батарейка. После первого найденного артефакта на вышке, решаю пойти на жарки, ведь увидел на карте, что это очень большая архианомалия. Сканем. Пусто. Ну пробежимся, еще может будут. Пробежав один раз с начала до конца, нахожу всего 3 артефакта и принимаю решение скипать сервера, для того, чтобы найти тот самый сервер, где эти артефакты еще никто не лутал. Сделав еще один такой забег и найдя всего 2 арта, иду искать артефакты по всей локации. Прошло тем временем 12 минут после выброса. Короче, я решил не вставлять весь геймплей лутания, так что смотрите самое интересное за выброс. Вот у меня патронов не особо много, поэтому могут убить меня легко. Увидел на вышке 2 артефакта, спустился вниз для проверки, но ничего не нашел. Зато нашли меня. Я умираю и теряю весь лут. Прибежав обратно, вижу, что NPC куда-то бегут. И оказалось, что там спрятался вражеский игрок, которым оказался тот самый убивший меня сталкер. Я пережимаю его своим скиллом и забираю обратно свои артефакты. Я все вернул. Делаю последний забег и сажаю бурят. 31 минуты выброса, если что. Сколько строк, так если посчитать? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 строк. Все, бурят кончился. Бегу на вынос, но погибаю и на этом заканчиваю выброс, при этом потеряв 9 строк артефактов. Перемещаемся в лес. Первым этапом предстоит добраться до этой локации, так как это точка интереса вражеской группировки. Поначалу у меня что-то выходило, я почти добегаю, но нахожу выносящего лут сталкера, которого быстро сбриваю, не успеваю залутать, как появляется еще один игрок, которому я проигрываю. Так все получалось. Неудобно получилось. Моя. Блять, почти. Но уже вторая попытка увенчалась успехом. Я спокойно продолжил себе путь прямиком до леса. Нахожу первые артефакты и решаю, как и в мертвом городе, проводить все свое время в жарке. Но полностью ее облутав, получаю всего один артефакт. В итоге меняю политику и начинаю истреблять все, что движется. Вот он. Убили его. Нет! Ай, крыса подбежала. Тоже пустой. А выброс вообще лутаете? Артов нет. Вот как-то на южных локациях артов выпадает больше, чем вот... Только пожаловался на спавн артефактов, как на буряте вижу большое количество. И в итоге прибегаю на их зов и вижу, как их уже лутают мои тиммейты. Мои... Я певка... То есть я тут бегаю, в поте лица. Тут 2 типа вдвое бегают и лутаются. Убежав от них подальше, вижу 2 пробегающих мимо меня сталкеров, которых я не смог оставить без свинца. Убил. Пережал типа. Он тоже пустой вот. Привет. Два арта у типа было. Ну что это? Строка за 20 минут выброса. Услышал, как кто-то зачищает спот зомбированных, и решил к ним наведаться. А у вас что было? Тоже пустые. Без артов все. Наконец-то начинают вести на артефакты, но меня прерывает убийство союзника. Бегу на его точку смерти и сбриваю сталкера. Вижу много лута и решаю подождать, когда пройдет КД, при этом охраняя хабар. И тут 2 арта лежит. Это противник. Мой арта решил залутать. Долутываю артефакты и направляюсь на вынос. 1, 2, 3, 4, 5. 6 строк, можно сказать. А ты куда бежишь? О, в тебе тоже было немного артов. А, и тут 3 арта. Нормально. Все лучше на нас бегать, я думаю. Делаю гениальный ход тем, что телепортируюсь через пузырь на яму, и с ямы уже бегу на вынос. Так как если бы я побежал напрямик через свалку, шанс потерять лут был бы выше из-за большого количества игроков. Тут у меня происходит срочное включение, ведь я убиваю игрока и в нем нахожу строку артов. Сколько тебе выбил?
Я в итоге выношу строку, еще мусора много с крупным рассольником. В итоге выношу эту строку и на этом заканчиваю выброс. За продажу всех артефактов получаю 464 тысячи. Но забываю, что разыгрываю все найденные артефакты в своем телеграм-канале, поэтому приходится их всех выкупить. А вы подписывайтесь. Перемещаемся в мертвый город. В мертвый город я забежал на 8-й минуте выброса. Из-за того, что несколько раз по пути меня убивали. Сразу сходу нахожу первые артефакты прямо в городе. Вот уже, 3 арта нашел. Реаген, пиявка. У нас роза. А также решаю побегать по жарке, где результат меня порадовал. Нифига там ртов. Так, красный кристалл. Ага, вижу. Болотный гнилец. Жар птицы. А тут и я цибуля подберу. Типа прямо из-под носа украли. 3 арта в этой жарке есть. Захожу в третью архианомалию жарок, но она уже была залутана. Всего на карте их 4 штуки. Решаю скипать сервер и также продолжать бегать по периметру жарок, забегая в архианомалии, чем в итоге и занимался весь выброс. Кристалл, жар птица, кристалл. Пиявка вот такая маленькая, которую вообще не видно, если что. Что я пришел? За тип уже бегает. Блин. Мои артефакты лутают. Вот пиявка. Так у меня уже 1, 2, 3, 4, 5. 5,5 строк. Забегаю в центр города, в архианомалию био, и очень сильно удивляюсь. Вот, что? Почему это никто не лутает? Но как только я сюда пришел, пришли другие мои тиммейты, которые тоже были не против залутать артефакты. Почему как только я сюда пришел, сразу 4 на радаре появилась? И все арты смели, или что? Кисель. И виходка. 7 строк у меня, да? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Перед выносом еще раз забегаю в жарки, лутаю арты и делаю вынос, который проходит без ПКшеров. Выкладываю все артефакты на базе и успеваю сделать еще один вынос, с которого получаю строку артов. В итоге при продаже артефактов мы зарабатываем 472 тысячи за выброс. Пу-пу-пу. На самом деле нормально. Перемещаемся на могильник. Как всегда, самый сложный этап — это добежать до точки. Добежал до могильника только на 11-й минуте выброса. Первые артефакты не заставили меня долго ждать. Ежик ледяной. Батарейка. Трещотка. Далее я направился в жарку, где тоже залутал артефакты. Жар птицы и гребешок. Тем временем у нас 1,5 строчки есть ртов. Убивая игрока, но, к сожалению, в нем было пусто. Прибегаю в аномалию био, где лутаю еще 3 артефакта. Прибежав на вторую жарку, получаю еще 5 артефактов. Убиваю 2 игроков, но особо большого лута в них не нахожу. Решаю сделать мини-вынос на базу, но на переходе встречаю АФК-сталкера, возле которого я не мог пройти мимо. Но не успеваю уследить за радаром, как меня зажимают спину, и я все теряю. Нет, только не это. Все арты всрал. Ну, положу типа, заберу у него артефактики, лут. Угу, тут-то было. Тройка на радаре появляется, меня убивает. А также вот пример, через что мне нужно пройти, чтобы добежать до могильника. Вы же сами походу нападаете на меня. Издеваюсь над новичками в прямом эфире. Ты чуть не дожал. Меня иксанули. Прибежав на могильник, убиваю сталкера, который, к сожалению, оказывается пустым. Попался? Начинаю лутать артефакты, разбавляя все это ПКшерством других игроков. Вот он. Держи прицеле. Тут сталкер, который подловил меня на ошибке, решил поблагодарить за халявные артефакты и отправил мой рюкзак по почте. Делаю последний вынос и зарабатываю со всего этого всего 130 тысяч. Перемещаемся на путь дураков. Как вы можете заметить, на улице уже наступила зима. Настолько долго я записывал ролики. Уже на пути дураков забегаю в жарки и нахожу первые артефакты. Пиявка. Че, пусто что ли? Да нафиг. Реально пусто. Прихожу на архианомалию Электро, вижу 2 артефакта и, сломя голову, прыгаю за ними. Но бог Сталкрафта Здив решил по-другому. А, третья псишка. Оказалось, что там 3-й уровень пси-излучения, а мой костюм его не держит. Выбравшись из этой ямы, я нахожу укромное место и погибаю там, оставляя рюкзак.
В следующем забеге вижу, как бежит очередной ПКшер. Решаю загнать его и убить, но промахиваюсь и в итоге проигрываю эту битву. В этом забеге я наконец-то начинаю нормально лутать артефакты. 2 арта тут есть. Огонек вижу валяется и красный кристалл необычный. А, это жар птица даже. Особая. Сало обычное. Креветка обычная. Ягодка особая. О, тут и не было, кстати. Кристалл, огонек, явка и волчьи слезы. Подбегаю к трупу и забираю свой лут. Тем временем у нас на 2 строки. Чуть больше 2. Вижу, что наших ребят, бандюганов, мочит сталкерня, и решаю вмешаться в это. Опа, убили. Хо-хо-хо. А вот в нем было, кстати, нормально лута. Это как будто можно и вынести даже. Мне кажется, он не всех залутал еще. И я оказался прав. В трупе бандита было много мусора и артефакты. Решаюсь подождать и в итоге иксую труп. Опа, забрал. Выбрасываю мусор и бегу на вынос. По пути нахожу пару артефактов, а также очередного ПКшера, которого легко убиваю. После успешного выноса при продаже артефактов мы получаем 400 тысяч. 300, ну 400 тысяч, кстати. Перемещаемся на Полесское. Сразу после конца выброса я уже был на месте назначения. Сердце, сердце, сердце. Убиваю сталкера в мастерской броне КЗ-4. Реально, в мастерском бронике сидит тут. На ветеранках, если что. Нахожу в нем артефакт и не успев отбежать из 100 блоков, меня уже встречают. Так и знал, так и знал. Увидел, типа. Ой, какой он. Увидел, что у игроков заточены вещи, решил не отставать и заточился тоже. В итоге немного увеличился пулестой у костюма, а также и урон у автомата, что очень хорошо показало себя на деле. Ну или не совсем хорошо. В следующем забеге убиваю сталкера, в котором нахожу 2 артефакта. А также, отбежав совсем чуть-чуть, вижу на буряте большое количество артов, но успеваю подобрать только 1. Прибежав обратно на жарку, вижу 2 и решаю, что она может быть сверху, но сверху меня ждало только пси-излучение. Так что очевидно, что он находится где-то внутри. И чуйка меня не подводит только реакция. Снова бегу к жаркам, только по пути нахожу застойный артефакт, которым оказалось зеркало. Если что, из застоев падают одни из самых дорогих артефактов, только мне не повезло и упал самый дешевый. Захожу в архианомалию био, а также в архианомалию жарки, где лутаю достаточно много артефактов. И из-за того, что у меня отключились наушники, не слышу врага и умираю от зажима сзади. Пока бежал за трупом, нарвался на группу выносящих хабар сталкеров, которые меня безжалостно загрызли. Внимание, противник. 31 минута выброса. В итоге, когда я почти добежал до жарки, встречаю еще группу из 3 сталкеров, с которыми мне помог разобраться союзник. Наконец-то, добежав до жарки, нахожу там артефакты, а также оказалось, что мой труп никто не залутал, и я успешно пополняю свой инвентарь строкой артефактов. Перед выносом залутал еще пару артов био, а также убил игрока, с которого получил немного артефактов. При выносе у меня зависает и вылетает сталкрафт. Когда я зашел в игру, оказалось, что я погиб от снорка. Быстро вернувшись обратно, вокруг домов я замечаю большое скопление артефактов, и в итоге решаю их залутать. Во время лутания артефактов на радаре появляются 3 лишки, а также большое количество появляющихся артефактов, в месте, где я уже все залутал. Решаю выяснить, откуда они, и выбегаю наружу, где у меня начинается бой. Я выхожу победителем и забираю большое количество артов. Бегу к своему трупу, и, к сожалению, он оказывается пустым. По следам из лута нахожу игрока, но и в нем не было моих вещей. В конце концов, решаю вынести то, что имею. Уже на базе у скупщика получаю чек на 200 тысяч. Вынесли мы на 200 тысяч. Ну, честно, мало очень. Не получилось, как хотел. Да, могло быть и больше. Имеем, что имеем. И на этом мой выброс заканчивается. Перемещаемся на храмовую топе. Из-за того, что на храмовой топе нет архианомалий,
Ну ладно, может одна есть. Мне приходилось бегать по всей локации, чтобы что-то найти. Сделав первый вынос и сложив артефакты, сразу направляюсь на следующий забег, с которого выношу еще 2,5 строчки. Забыв включить запись, убиваю ПКшера, с которого выпадает один очень дорогой артефакт. Я быстро удираю и забегаю на базу. Самый главный плюс домашней локации в том, что ты можешь быть анти-ПКшером. То есть, если твоего союзника по пути на базу запКшили, ты видишь метку смерти и, сломя голову, бежишь убивать ПКшера, то, скорее всего, ты сможешь поиметь с него какой-либо лут. То есть я это зачитаю как удачный выброс. Вот так вот. Делаю последний вынос строки артефактов, и в итоге с выброса мы зарабатываем 740 тысяч. 440 с дешевых артефактов, 300 с особого осколка. На этом мой выброс подходит к концу. Перемещаемся на приток. Зайдя на приток, первым делом пришел к ближайшей архианомалии Био, где нашел довольно большое количество артефактов. Но счастье длилось недолго. Я не успеваю вовремя среагировать, и на меня спрыгивает игрок, от которого я погибаю. В следующем забеге бегу на вражескую половину, попутно лутая артефакты. Убиваю игрока, но в нем совершенно не оказывается лута. Вижу следующего игрока, по которому начинаю сжимать, но на меня нападает Химера, из-за которой я получил достаточно много урона. И в итоге умираю. Далее я довольно долго лутал артефакты и решил снова попытать удачи на вражеской половине. Замечаю игрока, начинаю стрелять, но большинство пуль летят мимо. Итог, я проиграл. В моем последнем забеге мне посчастливилось убить игрока, который лутал артефакты. Я его иксую и даю дёру на базу. По пути замечаю скорее всего ждущих меня игроков и иду в обход. Успешно дойдя до базы, продаю артефакты скупщику и зарабатываю с этого 460 тысяч. И на этом выброс кончается. Перемещаемся на отражение. Хочу показать фишку, как можно сразу, зайдя на отражение, оказаться в середине локации. Может, это кому-нибудь будет полезно. Уже на середине нахожу первые артефакты и бегу на вражескую половину. Так, и ходка воронки. Волчьи слезы, гребешок необычный, кристалл обычный. В этот раз мне попался полу-АФК сервер, где находились только союзники. И я решаю надолго тут не задерживаться, и скипаю сервер. После скипа сервера вижу вражеского игрока и убиваю его. Но нахожу в нем всего один артефакт. Делаю скан Эльбрусом и нахожу... Алло, солнце особо сколько стоит, бать? Срочно. Тем временем на радаре появляется четверка, и по мне открывают стрельбу. Три типа. Я на панике забегаю на приток и немного погодя возвращаюсь обратно, где нахожу игрока, который вероятнее всего открыл по мне огонь. Сначала я наблюдаю, а потом в подходящий момент убиваю. Иксую, бегу. Ну, там 3 арта у него, правда, было. Выношу артефакты, скидываю их на персональный склад и бегу на второй забег. Во втором забеге я делаю все то же самое, но вдруг... Бать, подожди, у меня АФК этот. Бать, подожди, кисели. Подожди. У меня реально АФК, погоди. Где эти? Я реально попадаю на АФК сервер. Простите, со мной такое впервые. И я волнуюсь. Только бы типов тут не было. Тут еще трупы валяются с лутом. Наш, боже, это наш, бать. Бать, их тут просто до хера артов, я не могу. Лутаю все арты, которые я вижу. Но в этом деле я не профессионал. И поэтому выношу немного. А ведь их было реально много. Кстати, по пути на вынос произошла и вправду забавная ситуация. Пока я рассматриваю свои артефакты, Хикка, который решил мне помочь вынести лут, убивает с одного выстрела. Я не знаю, я не знаю, что делать, я не знаю, что делать. А я, как обычно, даю дёру. Я пошел на этот, на нашу, ты понял? Да все, завали ебало. Я тебя жду за вон постарше, ты вышел. Сейчас меньше покашеров стало, не знаю почему, но это меньше стало. Раньше больше было. Раньше почти каждый раз, когда выносишь, тебя кто-то пытается запукашить. Сейчас вообще. Но в итоге спокойно добегаем и за выброс с продажи артефактов получаю 1 миллион 130 тысяч. А, еще знаешь, в чем прикол? Че? Те арты, которые я найду, я разыграю в своем телеграм-канале. Вау. Перемещаемся на кузню. Зайдя на кузню, я сразу отправился на ее середину, где успешно убиваю игрока, с которого лутаю осколок и еще пару дешевых артов. Увидев тройку на радаре, решаю дать дёру, чтобы не потерять хотя бы что-то, но вижу убийство союзника и все равно возвращаюсь обратно. Убиваю еще 2 игроков, с которых лутаю немного артов, а также хлама.
Залетаю в середину кузни, где меня уже встречают 5 человек, и я теряю весь лут. В следующем забеге меня все так же тянет в середину кузни. Замечаю тройку на радаре и решаю запокашить игрока, но это оказывается союзник. Как только спрыгиваю с кузни за артефактом, замечаю, что того самого игрока, который зачистил опорный пункт, убили, и решаю отомстить, при этом забрав его вещи. Захожу в центр, убиваю врага и иксую лут, чтобы союзник не забрал вещи. Вызываю пузырь и телепортируюсь на домашнюю локацию. Оттуда выношу лут уже на базу. Складываю все артефакты и иду на следующий забег. Этот забег стал для меня больше арт-хантерским, если так можно выразиться. Там я просто лутал артефакты, изредка постреливая в типов. Делаю вынос, скидываю артефакты и бегу на последний забег. В последней ходке убиваю Зорьку и лутаю артефакты. Захотел вынести через центр кузни, но при перелете меня ложит гаусс. Поднимаюсь и лутаю подальше, но меня напрягает появившаяся на радаре тройка. И в итоге я бегу на базу пешком. При продаже всех артефактов я зарабатываю всего 360 тысяч. Честно, не знаю, как это получилось, ведь обычно выношу гораздо больше. Перемещаемся в лабиринт. Для того, чтобы лутать хорошие артефакты в лабиринте, нужно ходить в Клондайк. Не буду досконально объяснять, что это, ведь на ютубе о нем и так полно роликов. Скажу просто, там падают артефакты от необычного качества и выше, а также куча застоев, из которых падают дорогие артефакты. Это мы уже с вами проходили. Так, продолжим. В Клондайке 5 уровень пси-излучения, когда Сатурн держит всего 4 уровень. Для того, чтобы контрить заражение, нужен контр-арт, которым послужит лампочка Ильича. Покупаем его, исследуем, точим и получаем защиту от пси плюс 100 или плюс 1 уровень. Но теперь мы можем спокойно сбегать в Клондайк. Телепортируемся в лабиринт. Вообще лабиринт ставится тем, что тут есть клондайки. А клондайки это нравится. Поэтому бежим с первого клондайка, который я знаю. 6 на радаре. Угу. Надеваю артефакт, активируем рычаг и проходим мини-паркур для попадания в клондайк. Забыл рассказать о том, что на карте есть 3 клондайка, а также что в клондайке накапливается заражение под названием эмиссия. Оно не контролируется никаким артефактом и при достижении 1000 единиц убивает игрока. Единственный выход сбросить ее – это прыгнуть в пузырь, который телепортирует нас из клондайка наружу. Также и я, просидев в клондайке немало количество времени, ничего не найдя, принимаю решение поискать артефакты в другом месте и прыгаю в пузырь. Подлагало. Красный кристалл. Бля, как я его не пережал. Обидно очень. В этом забеге я подождал, когда союзник активирует пузырь в клондайк, чтобы в него запрыгнуть. Побегав там до 700 миссии и ничего не найдя, выпрыгиваю наружу. Замечаю, что собаки кого-то преследуют, и иду за ними, где встречаю игрока, который убил нашего тиммейта. Ой, в нашем типе много артов. Решаю спрятаться и подождать, когда пройдет КД, чтобы залутать труп союзника. Убиваю игрока и иду проверять труп. Нет, 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 нет. Было? Было. Нет, что? Клянись. Я вообще тройку не видел. Он ниоткуда появился. Далее заглядываю в труп, который валялся в воронке, откуда забираю 2,5 строчки артефактов и выношу лут. Ветка калина обычно, клянись. Клянись, просто не успел добить. 100% что-то выносил. Вливаем одного. И второго. Вижу много артефактов и без слов фиксую труп. Тут же прыгаю в пузырь, но со спавном мне не везет. Поэтому я прятаю труп, переодеваюсь на базе и бегу обратно. Успешно выношу лут, забираю артефакты с персонального склада и продаю их скупщику, зарабатывая с этого 700 тысяч. Попеть. Нормально так запотел. Напоминаю, это все разыгрывается в моем телеграм-канале. Перемещаемся в Любич 3, или как его называют, Лиманск.
Милый и добрый Любич 3. Зайдя в Лиманск, почти сразу натыкаюсь на крысиного гиганта. Это один из 3 боссов Лиманска, которые необходимы для получения ксивы. А ксива — так называемый ключ. Она нужна для того, чтобы выбраться из локации, прыгнув в пузырь. Ведь если прыгнуть в пузырь без ксивы, вас просто телепортируют в рандомное место локации. Убиваю крысиного гиганта и направляюсь искать артефакты. Осталось артефакты найти, и можно выносить в лут. Опа, вижу один Я забрал, да. Найс. Но вместо их поиска бегаю за убегающими наемниками. Нормально так было, я думаю. Вижу его. Нарисовался. Типа убегает. Не скроешься. Осторожно, чужой. Блин, скрылся что ли? Подумав, что враг скрылся, начинаю его искать. Но в итоге он сам пришел ко мне в руки. Одного убиваю. Кого убиваю? Ой-ой-ой. Было вкусно. Лутаю их и прыгаю в пузырь. Так, делаем вынос. Но меня спавнит в самом ужасном месте, далеко от базы. Ой-ой. Еще в таком месте резнулись, где ПКшеров много. Видите, двойку надали уже, все. Про это я и говорил. О, вид как калина необычная. Сейчас она стоит 200 тысяч, ладно, похер. Это мы все сливаем, потому что по факту ничего не стоит. В итоге получаем 136 тысяч с мусора. Если любить, что сюда ложу, все. Пока искал артефакты, натыкаюсь на игрока, который пытался залутать свой рюкзак. Когда я начал подбегать ближе, Кровосос, стоящий рядом, подталкивает его в воронку. Дожидаюсь его смерти и забираю его хабар себе. О, охереть. Что было в нем? Ёршик, осколок, змеиный глаз, ряска. Окей. Там есть артефакт какой-то. Ага, ягодка. Это была ошибка моей, да? Вообще больше никуда сюда не пойду. Реально бред какой-то. Опа. 17 огромных, что? Мне бы это вынести сейчас. Нет, просто не повезло. Два типа еще. А нет, тип был еще. Кого-то просрал. Снова. Бегая по Любичу, замечаю, что около меня убили двоих союзников. Решаю разобраться с этим и прыгаю прямо на врага, которого успешно убиваю. Лутаю пару дорогих артефактов и бегу дальше. Нихера артов тут. Виходка. Бесполезный арт. Что тут есть еще? Ягодка особая. Комета. Обычная. Неприятель. А зачем ты убегаешь? Строка артов. Креветка вон манит стоит. Сейчас план капкан будет, смотрите. Опа. Это креветка. Обычная. Чуть не умер. Замечаю игрока, за которым устраиваю погоню. Положи его. Почти положил. Но он вместо того, чтобы убегать, дожидается тиммейта, и в итоге я умираю. Меня хотят убить. Их успешно-то получается что? Бред, 100 картов просрал. Ой-ой-ой. Тупо я так мог. Опа, пережил. Так, один пустой. Второй тоже пустой. Убиваю игроков, и все оказываются пустыми. Но один игрок меняет эту ситуацию. О! Дуклямды. Это уже интересно. Будто и вынести можно. Сколько это в деньгах? 10 тысяч. Тип. Что? Нет, выжить, ребят. Было что в нем? А, зря пытался убить его, да? Слышу, как около меня происходит перестрелка, и направляюсь туда. Не успеваю облутать всех, как на меня нападает третий игрок, по которому я промазал много пуль, и он меня чуть не убил. Лутая этот выброс уже продолжительное время, я просто начал бегать и искать ПВП.
Потому что за все 25 минут забега не убил ни одного босса. Но как только я увидел, что заспавнилась химера, я быстро дал туда дёру, замечая противника, который принес мне еще лута. И как только я собираюсь убивать химеру, так получаю пулю сзади. И на этом заканчиваю выброс. Столько артов. То есть артами 350. И подарками там 1300. 1500 вынесли мы. Перемещаемся на Тихую Заводь. Сегодня 11 января, мой день рождения. Лутаю последний выброс. Кстати, поскольку 11 января у меня был день рождения, Язымир отправил мне подарок. Хотел бы ему сказать большое спасибо. Далее, пробегая возле архианомалий жарок, я натыкаюсь на 3 типов. Там кто-то есть. Ага. Даже вижу, кто там был. Ну что я им сделал особо? Даже снайперку не взял с собой. Гаусник там сидит, что? Ну, блин, чему удивляюсь за тон? В итоге, решаю попробовать отжать синий аирдроп. Ну да, что-то это... Поверил в себя. Тройка уже... Тройка уже... Бегут за мной твари. Отстаньте от меня. Бежать может. Далее, когда я от них оторвался, слышу выстрелы и бегу на них, где убиваю игроков. Но залутать их не могу из-за биозаражения. Вижу выбегающего оттуда игрока и начинаю его преследовать. Блин, он меня не видит. Ку-ку, ёпта! Как он? Он ждал меня или... Что? Он тупо умер, кстати. Става шепота есть. В этом забеге я решил снова прибежать на аирдроп, только уже обычный, где натыкаюсь на игроков, от которых мне пришлось убегать. Я сделал ошибку, я сделал ошибку. Их там 3. Окей. Я против них не справлюсь вообще. Сколько их там? Сколько? Одни кланы просто. 3 типа топнулось еще одним разом. Где одиночки-то? Я уже не в прайме, чтобы их пережимать. Прайм литого фармера закончился уже давно. Окей. В следующем забеге, как только я появился, нахожу игрока, которого начинаю преследовать. Как только появляется возможность, я зажимаю ему в спину. Ошибка, такого не бывает вообще. Клянись. Но немного подумав, отпускаю. С Новым годом! Ладно, побежим туда. Короче, мне нужно какие-то вообще деньги хотя бы поднять. Вот я чё, блин, зря бегал уже 30 минут. Снова пробегая возле архианомалий жарок, я слышу выстрелы. Решаю рискнуть и бегу к ним. И меня убивает. Но немного подумав, отпускаю. С Новым годом! Помогаешь людям, а потом они тебя убивают. Ладно бы это сделал кто-то из его дружков, а он даже не задумался. Я ли это? Да ладно, я убираю что-то. Вот кто-то лутает заставу шепота. Я сейчас туда приду, и кажется, что это клан из ботанков, там штурм. И я с своим сыром с 25 патронами. Подойдя к заставе, ее лутают. И вся пачка, которая была на радаре, испаряется. Ай, не успел немного. Зато на выходе меня встречают 2 типа, которым я не могу ничего сделать. И реально клан из ботанков есть еще. Клан из ботанков. Я ничего не могу сделать. Все, короче, блин, праздник окончен. Ничего не нашел, блин, на Тихой Заводе этой. Кланы из ботанков бегают в штурмах все. Хотя были к призму, не знаю, дали потрогать бы меня. Кстати, немного прифигел с киллтаба на Тихой Заводе. Я сейчас удалю сыр, реально. Я с ушами, кажется, больше человек бы убил. И бежит. Пусть лутается парень. Убиваю еще одного типа, но он оказывается пустой. И я снова решаю поднять противника. Считайте, это грамотная инвестиция. Он сейчас залутается, придет ко мне, я его убью. Вот, а потому что мы друзья, а я ему в спину также зажму. Пока я бегу на заставу, мне начинают сжимать спину. Ой, нет. Давай. О.
Вот, СРШ, говорю же, больше кило бы... Что? Чё творишь? Я говорил, СРШ больше кило сделать, чем с этой херне. Хотя бы ты выносить, не знаю, позориться просто. Подарков много, но они уже ничего не стоят, потому что Новый год прошел. Также двойка на радаре. 5. Простите. Простите, что убил. Стрелял по нам. Простите, что посмотрел на нас. В итоге я добежал до пузыря и уже был на храмовой топи. Как тут, замечаю, что нашего тиммейта убили, и включаю режим антипокашер. Но придя на место, было уже пусто. Так, наш умер где-то тут. Угу. Сбежал типа уже. В итоге я спокойно вынес лут, и с продажи артефактов заработал 113 тысяч. Блин, а 113 тысяч. А если считать мусор и подарки, то около 300. Вот и все. Неплохая получилась история. Интересная, веселая, порой немного грустная, а главное, поучительная. Надеюсь, вам понравился этот видеоролик, вы подпишитесь на канал, поставите лайк, напишите комментарий, ну и про розыгрыш всех артефактов в моем телеграм-канале не забывайте.